Это канал творчества для всей семьи с двумя техниками имитации металла акриловыми красками. И я буду переделывать эти симпатичные кашпо и баночку для хранения. Эти изначально металлические предметы необходимо загрунтовать грунтовкой по металлу или краской по металлу. Начну с баночки. На трафарет накладываю шпаклевку. Слегка шлифую. Окрашиваю акриловой краской темно-серого цвета. В основной серый добавляю черную краску и сильно развожу водой. Наношу просто пятна по всей поверхности. Бумажное полотенце как следует сминаю. Быстрыми движениями промакиваю и разношу краску. Теперь основной серый смешиваю с белилами. Краска должна быть очень жидкой. И проделываю все то же самое. Следующий слой – темное серебро. Светло-серое серебро. Этот шаг не обязателен. Баночка уже выглядит достаточно достоверно и похожа на оцинкованное ведро или тазик из моего детства. Вновь накладываю трафарет так, чтобы он совпал, и наношу черную краску. В технике сухой кисти тонирую края. Покрываю глянцевым акриловым лаком. Для кашпо беру фоновый трафарет и шпаклевку. И в два приема с промежуточной просушкой полностью покрываю всю поверхность. Слегка зашкуриваю. Окрашиваю черным акрилом, так, чтобы краска попала во все углубления. Из самозатвердевающей массы делаю декор. Приклеиваю на клей ПВА.
Окрашиваю после полного высыхания. Выделяю фактуру серой краской. Плоскую полусухую кисть держу параллельно поверхности и как бы очищаю кисть от краски. Светлым серебром покрываю только рельефы лепнины. Наношу патину, не касаясь лепнины. Покрываю акриловым глянцевым лаком. Прохожусь только по рельефам металлизированным воском. Кстати, воск лучше наносить на лак. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.